Привет, ты на канале Мира Ашот. Здесь мы вяжем интересные необычные вещи. В этом видео мы будем вязать вот эту универсальную, шикарную летнюю панаму. За нее у меня просто отдельная гордость, потому что это полное мое изобретение. И если ты летом будешь где-то встречать девчонок в такой панаме, то ты прям будешь знать, что вы вместе связали ее по моему мастер-классу. У нас как будто такой некий закрытый клуб будет, а это наш сигнал. Вот. Мне кажется, она просто идеально подойдет к каким-то штанам карго, к джинсам. То есть она может быть как ультрамодная, в таком, знаете, стилевом образе, как и очень романтичная, потому что к любому платью она также идеально подойдет. На море, в купальнике, ты лежишь на песочке, и это панама, завязочки. В общем, мне кажется, это стиль просто лютый. Я связала ее специально в нескольких цветах, чтобы ты ее рассмотрела во всех вариантах. В этой вообще в голубой я сделала последние 4 ряда белой полоской. В видео я вяжу однотонную, но ты можешь менять цвета в любом месте, делать ее хоть всю вообще полосатую. Также смотри, мой объем головы 57 сантиметров, и панама идеально садится на этот объем головы. На 56-58 она тоже сядет хорошо, это 100%. 55-59 я тоже думаю, что хорошо, потому что тянется она в любом случае легко. На 52-54, возможно, даже 55, я советую взять крючок номер 3, и тогда она получится меньше по объему. И в любом случае вяжи ее туго, даже по мастер-классу вяжи все равно ее туго, чтобы она села хорошо и не болталась. Вот, в целом это все, наверное. Давай начинать. Так, что нам понадобится? Я вязала из такой пряжи, мне она нравится больше всего. Я советую вязать из нее вам. Здесь у нас получается 100 грамм на 210 метров. Если вы будете брать какую-то другую пряжу, вам нужно прийти к этому знаменателю 100 грамм на 210 метров. Если вы возьмете 100 грамм, к примеру, на 300 метров, шапка у вас будет меньше в размере, потому что нитка тоньше. Если вы возьмете 100 грамм на 100 метров, шапка у вас будет больше в размере. Если вы возьмете 100 грамм на 230 метров, либо на 190, ну, в общем, с небольшим отрывом, с очень небольшой разницей, то у вас выйдет плюс-минус все то же самое. То есть нужна пряжа рядом вот с этим значением. Край там 230, наверное, ну, может 240, не знаю, вверх, и вниз 190. Ну, лучше вот 190-230, это прям максимальный такой разброс. Ну, а так вот эта пряжа идеальная, это хлопок, и она очень приятная, она прям выглядит всегда дорого и хорошо. Дальше нам понадобится для самой панамы крючок 3,5. Для завязочек, если вы их будете делать, нам нужен крючок 6 миллиметров, ножницы, и нам нужны будут маркеры 4 штуки. На панаму уходит ровно один моток. Опять же, если у вас будет другая пряжа, давайте посмотрим, сколько... ну 210 метров, вы поняли, да, уходит на панаму. Итак, мы берем ниточку, кладем ее вот так, обматываем, берем крючок, вытаскиваем вот эту вот ниточку вот сюда. И нам нужно ее еще раз провязать, типа сделать петельку. Все это дело подтянули. И теперь набираем сюда еще одну воздушную петлю. У нас получилось 2 воздушные петли. Здесь можно чуть-чуть подтянуть это все, чтобы у нас был маленький кружочек. Теперь смотрите, как мы вяжем. Мы делаем накид, заводим сюда крючок в наше кольцо, вытаскиваем и провязываем их вместе. Это у нас получается второй столбик. Вот был первый, который изначальный. Вот сейчас мы сделали второй. Нам нужно сделать всего 12. Накид, засунули в кольцо, вытащили, провязали. Накид, засунули в кольцо, вытащили, провязали. У нас получается 1, 2, 3, 4 столбика. Все, вяжем 12 таких. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Провязали 12. Берем вот этот узелочек и затягиваем все здесь. Хорошо затянули, все. Теперь нам нужно соединить. Вот видите, наши косички сверху, да, идут.
Нам нужна вот эта первая верхняя косичка, вот она вот здесь вот. Мы в нее заводим под эту косичку верхнюю, вытаскиваем тут и вытаскиваем здесь. Все, мы соединили. Дальше набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Сейчас мы будем вязать, вот видите, у нас откуда все вот это выходит, вот в эту дырочку сюда же. Вот видите, все выходит вот отсюда, из этой косички. Вот сюда же мы и вяжем, где мы закрывали, вот сюда вот. Я думаю, сейчас еще раз. Вот эта вся полоса выходит вот отсюда, в эту дырку вяжем. Надеюсь, все это видно. Делаем накид. Сейчас вяжем уже иначе. Засовываем сюда, вытаскиваем. Провязываем сначала 2 петли. Провязали. И теперь 2 оставшиеся. Так мы будем вязать дальше. У нас получилось 2 столбика. 1 столбик и 2 столбика. Делаем 1 воздушную петлю. Это у нас между столбиками будет. Вот у нас следующая косичка. Туда мы делаем накид и провязываем 1 раз в следующую косичку. Раз. Раз. Дальше мы делаем 1 воздушную петлю. У нас так всегда. Теперь вот следующая косичка. В нее мы провязываем 2 раза. Накид. 1. Мы делаем 1 воздушную петлю. Накид. Что она такая толстая у нас получилась? Ой, такая дырка. 2. Сейчас мы будем чередовать в косичку 1 столбик, 2, 1, 2, 1, 2 и так далее. Мы делаем 1 воздушную петлю. В следующую косичку мы вяжем 1 столбик. Сделали накид. Косичка. 1 столбик. В следующую косичку мы будем вязать 2 столбика. Делаем воздушная петля, накид, в следующую косичку 1, воздушная петля между, накид и туда же 2. В следующую косичку 1 столбик, воздушная петля, накид. Ну все, и так дальше. Воздушная петля, в следующую 2 столбика. Между каждыми столбиками, неважно 1 или 2, всегда воздушная петля. 2 столбик сюда же. Воздушная петля. В следующую косичку 1 столбик. Воздушная петля. В следующую косичку вяжем 2 столбика. Раз. Воздушная петля. 2. Воздушная петля. В следующую косичку 1 столбик. Воздушная петля. В следующую косичку 2 столбика. Воздушная петля. 2 столбик. Последняя косичка, туда также воздушная петля, накид. 1 столбик, 1 воздушная петля и закрываем. Видите, 1 столбик, 2 столбик, и между ними есть верхушечка, такая верхняя косичка, соединяющая 2 эти столбика. Мы в нее заводим, вытаскиваем и вытаскиваем вот сюда. Все. Дальше мы вяжем 3-й круг. Это у нас был 1-й, это сейчас 2-й, теперь 3-й. Мы набираем 2 воздушные петли. 2. Это столбик. 3-я петля это между столбиками. И провязываем, вот у нас, видите, 1, 2. Мы провязываем сюда, в эту середину, еще 1 столбик. Вот, 2 столбика у нас. Теперь следующее, вот между вот этими косичками следующими, мы провязываем 1 столбик. Делаем 1 воздушную. И сюда просто опускаем в эту большую дырку 1. То есть, смотрите, у нас в предыдущем круге было 2, 1, 2, 1, 2, 1. В этом круге у нас будет 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1. То есть уже 2 однерки. Делаем воздушную. И вот между следующими 2 тоже делаем 1 накид. Провязали. Дальше вот сюда мы вяжем 2. Воздушная. Накид. 1. Воздушная. Накид. 2. Дальше воздушная петля. В следующем мы вяжем 1.
воздушная. В следующую опять вяжем 1. Воздушная. В следующую вяжем 2. Накид. 1. Воздушная. 2. Воздушная. 1. Воздушная. 1. Поняли, да? Вяжем просто между вот этими столбиками. И в следующее между уже 2. Воздушная. 1. Воздушная. Туда же 2. Воздушная в следующий. 1. Воздушная. Следующий. 1. Воздушная. В следующий 2. 1. Воздушная. 2. Дальше воздушная. 1. Воздушная. 1. Воздушная. В следующую 2. 1. Воздушная. 2. Воздушная. 1. Воздушная. 1. Все, мы дошли до конца. Мы начинали как раз с 2, и все, у нас рисунок выравнивается. 1, 1, и вот начало 2. Делаем также воздушную петлю и соединяем. Вот у нас 1, вот 2, и вот с 3 косичкой мы соединяем. Вот, видите, тут 2, сзади 1 осталась. Вот она, 1 полоска, спереди 2 полоски. 3 косичку отсчитали и соединили. Вот, видите, получилось, да? Следующий круг мы должны начать вязать вот отсюда. Вот видите, 1, 2, вот наши двойные. Мы должны начать из середины. Чтобы в эту середину попасть, вот сюда, мы просто в нее вводим крючок, вытаскиваем ниточку и вот так вот делаем. Все, и мы оказались в середине. А теперь у нас сет состоит 2, 1, 1, 1, то есть 3 однерки. Каждый круг однерка прибавляется, чтобы у нас получался этот круг, чтобы он был все шире и шире. То есть во втором кругу у нас была всего 1 однерка, в третьем кругу у нас было сейчас 2 однерки. Дальше у нас, ну, если вот это не считать вообще за круг, то, что мы набор набирали, давайте не будем, пусть это будет 0. В первом кругу у нас была 1 однерка, во втором кругу у нас сейчас было 2 однерки, в третьем кругу у нас будет 3 однерки, и так дальше. Это будет все расширяться и расширяться и расширяться. И мы будем вязать такое расширение, пока не вывяжем нужный нам объем головы. То есть поняли, все, у нас сейчас 3-й круг. Мы каждый круг переходим сюда вот в серединку, обязательно между двумя этими, да, столбиками. Набираем 2 воздушных. 1, 2, это столбик. 3 воздушный набираем, это то, что между столбиками у нас. Накид. И провязываем сюда же, в эту же дырочку, вторую. Все, 2 провязали. Теперь у нас 3 однерки. Воздушная петля, накид в следующую. 1. Воздушная петля, накид в следующую. 2 однерка. Воздушная петля, накид в следующую. 3 однерка. Поняли, да, наш сет? Двойная, 1, 1, 1. Все, воздушная петля, в следующую опять двойная. 1. Воздушная петля. 2. Двойную сделали. Теперь 3 однерки. Воздушная петля. 1. Воздушная петля. Накид. 2 раз 1. Воздушная петля. Накид. 3 раз 1. Воздушная петля. Двойную делаем. 1. Воздушная. 1. Все, давайте делаем до конца круга. Хотя, ладно, давайте делать вместе, потому что, чтобы вы знали, как мы закончили, что, как, куда. Так, 3 одинарных делаю.
1, воздушная, 1, воздушная, 1, 3 одинарные готовы, делаем двойную, воздушная, 1, воздушная, туда же 2, воздушная, 3 одинарные делаем, 1, воздушная, в следующую, 1, воздушная, в следующую, 1. Наверное, каждый круг мы так не будем делать, да? Я думаю, что вам в целом понятно. Сейчас этот закончим круг, и я объясню, что мы делаем дальше. Воздушная. Делаем двойную. 1, воздушная, туда же вторую. 2. Воздушная, в следующую. 1, воздушная, в следующую. 1, воздушная, в следующую. 1. Делаем двойную, воздушная, 1, воздушная, 1, воздушная, делаем одинарные, 1, воздушная, 1, воздушная, последняя одинарная, 1 и воздушная. Все, закончили, потому что у нас вот одинарная, вот у нас уже двойная, они должны так соединиться. Здесь мы находим раз косичка, 2 косичка и вот 3 косичка. Нашли ее. Вот, видите, 2 спереди и 3 часть, 1 полосочка сзади. Так мы соединяем. Вытаскиваем ниточку сначала там и потом вот тут вот. Все, круг у нас соединился. Дальше, напоминаю, нам нужно начинать четко с середины, вот здесь вот. Поэтому мы сюда проводим, в серединку прямо между этими вытаскиваем. И вытаскиваем. Все, мы перебрались ровно в середину. Здесь мы набираем 3 воздушные, 2 из них это сам столбик, и 1 это то, что между столбиками. И вяжем следующий круг. Смотрите, сейчас мы будем вязать, ну вот это мы не считаем, да, мы поняли, 1, 2, 3. Сейчас мы будем вязать 4-й круг. В 4-м кругу у вас, значит, тут двойная, потом 1, 1, 1, 1, 4 раза, двойная. И так до конца. Закончите вы, вот тут у вас двойная начнется, а закончите вы 1, 2, 3, 4. Просто 4 одинарных будут последние и соединительная воздушная петля. На 4-м круге, значит, у вас 4 однерки. Когда вы будете вязать 5-й круг, у вас также вы в двойную, в середину переходите, вяжете двойная 5 однерок, двойная 5 однерок, 6-й круг, двойная 6 однерок. То есть вы поняли, по какой схеме вы вот так вот расширяете. Давайте встретимся с вами, ну, когда я сейчас довяжу до своего объема и вам покажу, где останавливаться, где мерить и что делаем дальше. Все, пока мы вяжем расширение, схему вы поняли его. Я закончила на 7-м ряду, то есть когда у меня здесь двойная, потом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и опять двойная. В этом месте мы заканчиваем нашу вот эту часть и начинаем вывязывать уже боковые бортики. Мы делаем 1 воздушную петлю и вяжем не сюда, вот откуда у нас выходит вот это все вязание, да, а вот следующая косичка. Видите, вот эти косички сверху. Вот следующая косичка у нас, она прям видна. То есть не вот в эту, откуда все вышло, а в соседнюю. Заводим, накидов здесь не делаем в этом кругу. И вытаскиваем. Вот сюда вот в первую, что мы провязали, одеваем маркер, чтобы начало не потерять. Это у нас 1. Дальше следующая косичка, вот она. Заводим, вытаскиваем. 2. Следующая. 3. Что ж такое? 4, 5, 6, 7. В общем, мы вяжем вот так вот по кругу. Считайте, сколько у вас косичек. Лучше, ну, либо потом просчитайте этот круг, сколько вышло, либо сразу считайте. Мне удобнее сразу.
Вот 7. Все, вот тут вот в конце встретимся с вами, и я скажу, что делаем дальше. В каждую косичку по одному разу провязываем. 8, 9. Так, вот вы довязали до конца. У вас вот здесь одет маркер, а здесь такая держится, видите, вот эта штучка. Это не петля, а как бы, ну, петля, да, но она держится прям за этот столбик. Мы в нее не вяжем. Это соединительная петля, вот такая, как мы сейчас сделаем. Видите, сюда, где маркер заводим, вытаскиваем и протаскиваем сюда. Вот у нас опять соединительная петля получилась. А теперь нам нужно сделать следующее. У нас есть косички, сейчас мы будем вязать не как мы вязали под всю косичку, вот так, а только под нижнюю часть вот этой косички. Я делаю воздушную петлю сюда, в это же место, где я была, только не под всю косичку, а вот под нижнюю часть. Я провязываю, одеваю обратно маркер. И дальше вяжу по кругу под нижнюю часть косички. Засовываю. Также без накида, без ничего, просто пока. Еще один круг, и все. И в следующем кругу мы уже начнем формировать с вами цветочки. Все, за одну, вот за эту вот палочку мы вывязываем. Давайте вяжем по кругу. В конце круга встретимся, вместе с вами закроем этот круг. И я скажу, что делаем дальше. Я провязала до конца круга, у меня вот маркер. Перед маркером у меня есть вот эта петля одна, видите? Мы в нее не вяжем, это петля, которая держится за вот этот уже столбик, то есть это место соединения. Провязали, завожу целиком за столбик, вытаскиваю и вытаскиваю. Снимаю маркер. Мы начинаем вывязывать наш цветочек. Смотрите, хочу объяснить вам небольшой алгоритм. Вот этот вот цветочек сам от кончика до кончика 20 таких столбиков занимает, ну вот, либо 20 косичек. Дальше сбоку вот эти вот уже столбики плотные, это не рисунок, это просто я делаю столбики, ну, чтобы у меня не шел цветочек впритык к цветочку и так далее. А сейчас я буду брать на один такой цветочек 26 косичек. У меня будет получаться, что у меня 20 на сам цветочек и по 3 сбоку. А ровно по 26 не выходит. В конце у меня 3 сбоку не получится. Сейчас монтирую, увидела, что там обрезалось видео. В конце у меня не получится ровно 3 сбоку, но это и не страшно. У меня там будет на одну больше, и это зрительно никак не заметно. Если у вас по кругу получилось не 150, не 105 петель, как у меня, а какое-то другое количество, там 103 либо 107, это тоже не важно. Ну, если сильно больше, это нехорошо, потому что она будет широкая шапка. Если меньше, то это окей. В общем, вот эти вот 3, которые я добавила по бокам, не сам рисунок цветочка, а просто вот добавки, можно с этим поиграть, можно их где-то уменьшить, чтобы выровнять примерно симметрию цветочка. Я просто в конце, то есть если у вас 105, я просто в конце вяжу на одну большую петлю, ну вы сейчас это увидите. Если у вас другое количество, то вы просто в последнем цветочке немного вот именно с боками своего поиграйте. Не по 3 вот этих столбика прямых делайте, а чуть иначе. В общем, сейчас посмотрите, если вы ничего не поняли, что я говорю, пару кругов, как я вяжу, один круг и второй круг, и вы поймете, о чем речь. Итак, мы все это дело обвязали. Делаем 2 воздушные петли. 1, 2. Дальше. Вот у нас столбик, откуда вот все вот это выходит, вот из этой косички, видите? Все это вышло из этой дырочки. Мы вяжем следующую. Делаем накид и следующую провязываем. У нас получилось 1 столбик, 2 столбик, нам нужно 3. Делаем накид. Больше мы не делаем воздушные петли между столбиками. Мы вяжем теперь так. Все, провязали 3. 3 это наша боковушка. Теперь у нас начинается цветочек. В первом ряду, где мы вяжем цветочек, у нас с вами получается, ну это у меня тут было 2 боковушки, у нас получается 3 столбика, дырочка, 4 столбика. Ну, для начала. Итак, мы вяжем 3 столбика от цветочка. 1, 2, 3. То есть всего у вас здесь сейчас 6 столбиков вышло. Ой. Дальше мы делаем дырочку. Для этого мы делаем 2 воздушные петли. 1, 2. И снизу нам нужно пропустить 2 косички. 1 косичка, 2. В 3 вяжем. Делаем накид и провязываем в 3 косичку. Провязали. Дальше у нас идет 4 столбика. Первый столбик у нас есть, еще 3 нужно. Накид. 1,
2, 3. Вот у нас 4 столбика. Дальше мы начинаем поднимать вот сюда вот к цветочку. Мы делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше мы пропускаем здесь 2 косички. 1, 2, в третью вяжем. Делаем накид. Провязываем. Дальше у нас должно быть... Дальше мы повторяем вот эту же часть. 4 столбика, значит 4 столбика. Первый есть. Делаем второй. Третий. Четвертый. Дальше у нас дырочка. Делаем 2 воздушные петли. 1, 2. Тут 2 пропускаем. 1, 2. И в третью вяжем накид. И у нас здесь 6 столбиков. 3 от самого цветочка и 3 от боковушки. Всего 6. Первый есть, еще 5 надо. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Все. Вот это у нас провязан один цветочек. 20 от самого цветочка и по бокам 3 и 3, ну, для того, чтобы у нас просто были плотные места какие-то. Давайте пометим его, чтобы просто мы для себя знали, что вот у нас есть один цветочек. На последний его столбик мы повесим маркер. Все, от начала до этого маркера это у нас первый цветочек. И теперь мы повторяем все то же самое. Мы сейчас с вами провяжем это все вместе. Делаем 6 столбиков, накид, каждую косичку. Ну и косички, соответственно, вот вы видите, да, сверху у вас идут косички. В эти косички вы провязываете под них вот, под косичку. Накид. В первый провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Итак, провязали. И вот если вы забыли, как вязать, вы просто сюда смотрите 6, потом дырочка идет. Делаем дырочку. Набираем 2 воздушных. Раз, два. Пропускаем 2 снизу. Раз, два. И в третью провязываем. Дальше смотрите 4 столбика. Первый столбик есть, еще 3 нужно. Второй. Третий, четвертый. Дальше мы набираем 5 воздушных петель сюда. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид и провязываем в третью косичку. Дальше у нас с вами идет 4 столбика. Первый, потому что вот мы повторяем уже вот эту часть. Первый есть, второй, третий, четвертый. Дальше у нас дырочка. Раз, два, 2 воздушные, 2 снизу пропустили. В третью вяжем. Дальше у нас идет 6 столбиков. Первый есть, еще 5. 2, 3, 4, 5, 6. Все, второй цветочек у нас закончен. Также одеваем туда маркер. На последний столбик. Давайте вместе, да, может, будем вязать, чтобы вы не смотрели заново. Я не знаю, вы поняли вы уже как, либо нет. В общем, довяжем вместе. Повторяем все то же самое. 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 2 воздушные, 2 снизу пропустили, в третью вяжем, 1, 2, 3, 4, 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 2 пропустили, в третью вяжем, накид. Тут, конечно, сложновато, они так перекручиваются. 4 столбика, первый есть, второй, третий, четвертый, 2 воздушные, 2 пропустили, в третью вяжем, и 6 столбиков, первый есть, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Одеваем маркер. Теперь смотрите, сейчас оденем. Я вам показываю на другом цвете, потому что на оранжевый этот момент почему-то не снялся. Вот вы провязали первый цветочек, вот второй цветочек, вот третий цветочек. На четвертом цветочке у вас остается другое количество петель, но это ничего страшного. Также у вас оно может отличаться от того, как у меня, потому что если где-то здесь, когда вы обвязывали, вы что-то пропустили, то у вас уже, ну, в общем, это не критично, если вдруг у вас немножко сейчас будет отличаться. Что мы делаем в последнем цветочке? Мы вяжем начало так же, как и вязали. Мы вяжем 6 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 воздушные петли, 1, 2. Все то же самое, повторяем рисунок. Пропускаем 2 в третью вяжем. Это первый столбик, второй столбик, третий столбик, четвертый столбик, 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 2 пропустили, в третью, 1, 2, 3, 4, 2 воздушных, 2 пропустили. И вот смотрите, вот у нас первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И тут, по идее, нам нужно заканчивать цветочек. У нас здесь остается одна петля. Ну, вы как бы видите 2 петли, вот эту и вот эту, но еще раз, вот эта вот петля, она держится у нас последняя уже вот за этот столбик верхний. Мы в нее не провязываем, она всегда остается не провязанной. И получается, что здесь не 6 у вас будет в конце, а 7. И это не страшно, это не видно. Вы провязали 7, вот у вас эта петля, она уже держится за этот столбик, находите раз косичка, 2 косичка, третья косичка, под нее вытащили, закрыли. Смотрите, но у вас может здесь выйти иначе. У меня было 105, я вам говорила, да, по кругу, и, соответственно, у меня одна лишняя. А когда я вязала рыжую шапку, у меня почему-то вышло 101, я до сих пор не могу понять. И тогда у меня там получилось, что у меня, вот сейчас у меня, видите, здесь 6, а тут 7, а в рыжей у меня здесь 5, а здесь 4. К чему я это говорю? В этом последнем цветочке, если у вас так же, как у меня сейчас вышло, то отлично, все, вы просто запомните, что тут на одну больше и спокойно вяжите, как вязали, все одинаково. Но если у вас вдруг вышло не 105 всего по кругу, а, к примеру, не знаю, 102, 103, 104, это тоже не критично, вы просто вот в этом цветочке, но вот здесь как-то это сделайте гармонично, чтобы вышло. Да, у вас тоже, скорее всего, будет именно 105 и будет просто вот тут одна лишняя петелька. Все, давайте продолжать.
Набираем 2 воздушные петли, 1, 2. Итак, мы провязываем вот сюда, вот в эту первую дырочку. Видите, вот этот столбик идет, и вот следующая дырочка. Мы делаем накид. Это у нас второй столбик. Раз и два. Накид в следующую. Это у нас третий столбик. Мы делаем 2 воздушные петли. 1, 2. Пропускаем здесь 1, 2. И в третий, вот у нас тут столбик, последний перед дырочкой, в него получается, мы провязываем. Дальше мы провязываем вот в эту дырочку. Увидите, вот здесь раз косичка есть, 2, и вот третья. Вот эта третья косичка над столбиком, она нам потом понадобится. Сейчас мы вяжем 2 в дырочку. 1, 2. И четвертую, вот у нас 1, 2, 3, мы вяжем вот сюда, вот в эту косичку над этим столбиком. Видите, у каждого столбика есть как будто правая косичка и левая. Мы вяжем вот в эту, которая правее, которая ближе к дырочке. Все, провязали, у нас получилось 3, дырочка 4. Дальше мы набираем с вами 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Вот здесь вот мы набирали с вами 5, то есть получается 2, 2 и 1 посередине. Нам нужно их найти. Вот 1, 2, 3. В третью засовываем. И тут 2 остается с этой стороны. В третью косичку мы засовываем, вытаскиваем и без накида просто провязываем. А теперь вяжем опять 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И повторяем вот эту вот часть. Вот у нас столбик. Первое мы вяжем в этот столбик, в ту его косичку, которая вот она правее. Ну, она прям над столбиком, но как бы правее. Делаем накид. Провязываем. 1, 2 в столбик. 2, 3. Накид. И вот в эту крайнюю, она, ну, также правее. 4. Теперь мы делаем 2 воздушные петли. 1, 2. Пропускаем здесь 2, 1, 2 и в третью вяжем. 1. Всего у нас должно быть 3 столбика. 2. И вот третий столбик. 3. Все, первая часть у нас закончена. Сейчас мы будем это с вами повторять. Вытаскиваем, переодеваем на этот столбик, чтобы всегда знать, что мы правильно заканчиваем наши цветочки. Итак, повторяем все то же самое. Давайте сделаем вместе еще раз. Накид. Провязываем. 1, 2. Сейчас скажу еще ключевой момент, чтобы понимать, что вы все вяжете правильно. 3 провязали, 2 воздушные. Пропустили 2, раз, 2. И вот вы должны, прям когда 2 пропустили, третья быть вот здесь. Вот эта палочка ваша, от нее есть правая и левая. Вот в эту вот правее часть, которая вот сюда вот. Вы провязываете. Все, тогда вы ровно... Ой, накид. Тогда вы ровно все сделали, если вы прям тут оказались к этому моменту. 2 сверху воздушные, 2 снизу пропустили, и вы в нужном месте. Дальше провязываем 2 в дырочку. 1, 2. И вот также палочка, у нее есть правая часть и левая, в ту, что правее в нее, ближе к дырочке, которая. Но уже не в дырочку, а именно в косичку. Вы провязали. Дальше мы набираем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Здесь мы находим 1, 2, третью косичку. Проверяем, что с другой стороны также 2 осталось. У нас всего было 5, 2, 2 и вот третья посередине. Засовываем и без накида просто провязываем. Набираем 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Находим наш столбик. У него есть правая часть и левая часть. Мы также в ту, что правее, засовываем. Накид. Засовываем и провязываем. Накид. 2 в дырочку вяжем. 1 в дырочку, 2 и в столбик. Вот. Провязали. Теперь у нас 2 воздушные петли. 1, 2. Тут 2 косички мы пропустили. Накид в третью вяжем. 1, 2
И вот 3. Все. Смотрите, третий и четвертый цветочек я уже не буду показывать, они вяжутся идентично. Давайте тогда провязываем их самостоятельно. И в конце четвертого цветочка встретимся, я покажу, как мы закрываем его. Я показываю опять на другом цвете. Я провязала четвертый цветочек, и у нас в конце, видите, вот здесь вот подъем, да, наш, ну, у вас тут маркер одет, остается раз петля и 2 петля. Если вы считали, у вас вот раз, два, три, все как и должно быть, но вы помните, что у вас в четвертом цветочке одна лишняя. Ну, если у вас, как у меня, вышло, либо какое-то ваше значение. В общем, вы провязываете эту лишнюю петлю, и у вас остается вот это. Я хочу еще раз вам показать, и я в каждом кругу уже не буду показывать, но последняя вот такая вот косичка, которая держится как бы уже вот за этот столбик, который у нас от этого ряда, от нашего идет, который мы сейчас вяжем. Видите, вот ряд, и вот эта косичка последняя, она за него держится. Мы в нее не вяжем. Эта косичка, она образуется из-за того, что вот вы сейчас берете, раз, два, третью отсчитали, засунули сюда, вытащили, и вот это вот падает, и вот она появляется. То есть это просто соединительные. Вот они потом будут четче видны, горизонтальные. Раз, два, вот сейчас 3. В общем, главное в последнюю вот эту штучку соединительную не провязывайте, не спутайте это, иначе вы начнете ее просто расширять. Ну и в целом, если вы считаете, вы не должны сбиться. Опять же, если у вас так же, как у меня, получилось все по петлям, то у вас везде 3 в конце, а тут просто 4, потому что, ну, именно в этом ряду. Потому что на одну больше. В целом, в каждом ряду будет просто на одну больше, чем обычно. Так, мы начинаем новый круг. Делаем 2 воздушные петли. 1, 2. Вот сюда же, в эту косичку, в первую, мы провязываем. Откуда у нас все вот это выходит, сюда же. 1. В следующую. 2. Дальше в дырочку. 3. Туда же в дырочку. 4. И в следующую, в столбик после дырочки, вот сюда, в правую его часть, мы провязываем 5. Дальше мы набираем с вами 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Смотрите, вот здесь у нас в среднюю мы вязали, да, вот она косичка, вот тут она связана с этой. Нам нужно найти 3 косички, то есть одна средняя и 2 по бокам. Тут одна и тут одна. Раз, два, 3 получилось. Разворачиваем косичку, вот она, и провязываем 1. Потом в саму вот эту сердцевинку провязываем в косичку 2. И в боковую ее часть вот здесь вот провязываем 3. Также набираем 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И повторяем рисунок. Значит, у нас должен быть с вами вот этот столбик. Правая его часть. Это 1, 2 в дырочку. 2, 3. Столбик 4 и столбик 5. И вот шестая. 6. Все, рисунок у нас с вами закончен. Этот ряд прям вообще простой. Давайте переоденем маркер, еще вместе сделаем с вами один цветочек. Вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, в дырочку, 4, 5, шестая. Все, вот тут надо закончить. Провязали. Набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Находим здесь также. Вот у нас вот эта косичка пришита. Вот сбоку. Значит, будет первая. Без накидов, без ничего. 1. Та, что пришита. 2. И вот следующая. 3. И повторяем также 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Находим вот крайний столбик и в него вяжем. 1, 2 в дырочку, 2,
3 и вот сюда столбик 4. От столбика всегда правые его стороны 5 и вот 6. Все, второй цветочек у нас тоже закончен. Дальше третий и четвертый цветочек вы вяжете уже самостоятельно. Там рисунок точно такой же, ничего не меняется. Помните, что на четвертом цветочке у вас, скорее всего, будет на одну петлю больше, может какое-то ваше значение. И не забудьте, где она закрывается. Я показываю, да, что последняя петля, которая держится за стенку, мы в нее не провязываем. Итак, следующий ряд мы делаем 2 воздушные петли, 1, 2, накид. Вот откуда это все выходит, в эту же дырочку мы провязываем 1, следующую дырочку мы провязываем еще, и у нас получается 3 столбика. 1, 2, 3. Мы делаем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Находим наш цветочек. У нас тут 3 пришито, теперь у нас должно быть 5. То есть от этих 3 еще по одной по бокам нам нужно. Вот это пришито. Вот это не пришитое, первое. Провязываем 1. Потом 3 пришитых наших. 2, 3, 4. И последнее не пришитое 5. 8 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дальше вы находите, вот у вас столбики идут. 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик. И от 4 столбика его правая вот эта косичка. В нее вы будете провязывать накид. 1, 2, 3. Поняли, да, вот эти столбики вы считали? 1, 2, 3. Вот 4 столбик, правая его косичка. Давайте переоденем маркер и повторим все еще раз. Мы вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. Мы заканчиваем, видите, вот на этом месте, когда у вас остается здесь, ну вот если взять вот эти столбики, 1, 2, 3, 3 столбика правых, 1, 2, 3. Также и там должно быть. Давайте набираем 8 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Здесь находим непришитую крайнюю, вот она. Это у нас 1, потом 3 пришитых. Прям так же под косичку, под 2, под все. 2, 3, 4 и 5 не пришитая вот здесь. 5. 8 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Здесь мы видим столбики 1, столбик 2, столбик 3. Вот этот 4 мы сюда вяжем. Вот его правая косичка сверху над ним. Делаем накид. И в нее вяжем 1. В следующую 2. И в следующую вяжем 3. Переодеваем маркер. Повторяете этот же рисунок на 3-м и 4-м цветочке, там все то же самое. Помните, что на 4-м у вас в конце будет на петлю больше, и что заканчиваем мы, не провязывая одну соединительную петлю. Все, давайте провязываем и встречаемся. Дальше начинаем следующий ряд. Делаем 2 воздушные петли, 1, 2. Первую провязываем сюда же, в эту дырочку. Это у нас 2-й столбик. И провязываем 3-й столбик. Дальше мы с вами провязываем 3 столбика вот сюда, вот в эту косичку, в дырочку, в большую. 1, следом 2,
и следом 3. Провязали. Дальше мы делаем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вяжем в 3 косички. То есть нам нужно пропустить крайнюю связанную, первую, вяжем во вторую. Вторая, третья и четвертая. Пятую привязанную тоже мы пропустили. 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 мы вяжем вот сюда, вот в дырочку в большую. 1, 2, 3. И 3 вяжем столбики в правой части. Вот столбик и косичка правее. 1, 2, 3. Все, рисунок мы связали. Повторяем этот рисунок здесь, и здесь, и здесь. В последнем цветочке помним, что у нас будет другое количество петель в конце. И что мы закрываем, пропуская последнюю косичку, потому что она у нас соединительная. Довязываем этот ряд и встречаемся. Так, начинаем следующий круг. 2 воздушные петли. Накид. В первый, вот откуда все это выходит, в первую дырочку вяжем. Это второй столбик. И в следующую дырочку вяжем, это третий столбик. 2 воздушные петли. 1, 2. Вот у нас здесь 1, 2, 3. В третью, в последний столбик мы провязываем. Все, у нас рисунок, значит, верный. Провязали. Теперь мы вяжем 3 столбика сюда, в эту дырочку. 1, 2, 3. Набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И провязываем в одну вот в эту центральную дырочку. У нас тут 3 пришиты, нам нужна одна центральная. Провязали. Набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязываем 3 столбика в дырочку. 1, 2, 3. 1 столбик провязываем вот сюда, вот в эту нашу, в этот столбик, в правую его часть, ближе к дырочкам. Провязали. 2 воздушные петли. 1, 2. Вот здесь 2 пропустили. 1, 2. В третью вяжем. Это 1. Следующая это 2. И следующая это 3. Все, цветочек закончили, переодеваем. Сейчас свяжем еще один цветочек вместе, проверим, что мы все правильно считаем с вами. Итак, 3 воздушные петли. Один, следующая, 2, следующая, 3, 2 воздушные, 1, 2, пропускаем 2, и вот у нас, да, последний столбик, и у него как раз третья здесь косичка, куда мы вяжем. Все верно. Накид. Провязали 1 и 3 вяжем в дырочку. 2, 3, 4. Всего 4 столбика. 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Находим здесь середину. Провязываем. И 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 столбика в дырочку. 1,
2, 3. Один столбик в правую часть от этой от башни нашей, от этого столбика. 4. 2 воздушные. 2 пропускаем. 1, 2, вот 3. Это первый столбик, всего 3. Второй столбик. Третий столбик. Все. Дальше делаем все по нашей схеме. Третий, четвертый цветочек вяжете сами, закрываете, пропуская одну петлю в конце. В целом все знаете. Вяжем следующий ряд. Итак, делаем 2 воздушные. В эту же дырочку провязываем сюда же второй столбик. И провязываем третий столбик. Дальше сюда мы провязываем 2 в дырочку. 1, 2. И провязываем вот в этот столбик, в его правую часть. Дальше мы делаем 2 воздушные. Пропускаем 2, вяжем в последнюю. В дырочку мы вяжем 3 воздушные. 1, 2, 3. 2 воздушные петли. 1, 2. И 3 воздушные петли сюда. 1, 2, 3. В столбик в правую часть 1 петля. 2 воздушные. 1, 2 пропускаем, в третью вяжем. Ровно пришли к дырочке. В дырочку вяжем 2. 1, 2 и 3 столбика после дырочки, начиная с этого, с правой части всего. 1, 2, 3. Все, рисунок у нас сделан, цветочек у нас сформирован с вами. Теперь мы повторяем это еще 3 раза и на 4-м делаем иначе. Давайте один раз еще сделаем вместе и дальше кусочек сами. 3 воздушные. 1, 2, 3. Ровно пришли к дырочке. 2 в дырочку. 1, 2. 1 в столбик, в его правую часть. 2 воздушные. И ровно вот 1, 2 пропустили и в крайнюю от столбика провязали. 3 провязываем в дырочку. 1, 2, 3. 2 воздушные. 1, 2. И 3 в эту дырочку. 1, 2, 3. Провязываем в столбик. 2 воздушные. 2 пропускаем. 1, 2. В третью вяжем. Ровно оказываемся у дырочки. 2 раза в дырочку. 1, 2. И в столбик, в его правую часть. 1. Следующую. 2. Следующую. 3. Все, сформирован цветочек.
Остальные 2 вы делаете сами и правильно закрываете в конце. Провязываем круг и встречаемся. Все маркеры вот эти нам больше не нужны. Мы больше цветочки не формируем. Сейчас мы будем с вами вывязывать голову еще немножко и потом дальше бортики. Я делаю следующее. Воздушная петля. Сюда, вот видите, это все выходит. Одна воздушная петля у меня. И вот дырочка первая. Ну, вот как здесь мы сверху вязали такой плотный ряд, я хочу такой же здесь провязать. Первую дырочку. И одеваю сюда маркер, чтобы не потерять начало ряда, потому что когда такое маленькое вязание, оно трудно заметно. И дальше я вяжу в каждую абсолютно косичку. По кругу. Сейчас мы дойдем до цветочка, там вместе провяжем. В остальном, я думаю, тут понятно, как что. Вот цветочек. Я также нахожу 2 верхние его части. Одна снизу. И вторая петля на цветочке. Ну, на цветочке потуже, да, получается. Это пока даже не цветочек у нас, а дырочка, где 2 петли сверху. Пока это еще идет та часть, которая у нас в обтяжку головы, то есть не расширение. Пока мы просто формируем ровную линию, с которой будет удобно работать дальше. Сейчас хочу вместе просто цветочек сделать, чтобы вы там нечаянно не сузили ничего. И сделали ровно. Вот мы дошли до цветочка. У нас получается одна косичка. Дальше вторая. Дальше третья. Ну точнее нет, вот это третья, это уже начало вот этой плоской. Все, там 2, как мы делали сверху, так и есть. В общем, все здесь понятно. Мы делаем до конца ряда, стараемся ничего нигде не пропустить, ни одну косичку, чтобы у нас вязание не сузилось никаким образом. И давайте тогда в конце ряда с вами встретимся. Еще раз, вот ключевой момент, где вы заканчиваете, потому что если будете заканчивать не там, вы будете расширять или сужать шапку постоянно. У нас есть вот эта петля последняя, она держится вот за этот столбик, где у нас маркер. Мы вот в эту петлю не вяжем, эта петля соединительная, она образуется от того, что вот мы провязываем сюда, соединяем, и вот она упала, эта соединительная. Вы если увидите, если посмотрите, увидите, они прям вот так горизонтально у вас идут здесь рядом. В общем, постарайтесь не провязать туда лишний раз, чтобы не расширить панаму. Второй ряд мы вяжем точно так же. Делаем воздушную петлю. Откуда это все выходит в эту же дырочку без накидов, мы провязываем. Одеваем маркер, чтобы не потерять начало ряда. И без прибавок, без ничего, в каждую косичку по кругу мы провязываем. Обязательно померьте сейчас, вот после того, как вы первый круг провязали, не стала ли она у вас уже, все ли вы провязали, потому что если она вдруг стала уже, значит где-то вот здесь в косичках, в цветочке вы что-то там пропустили. Она не должна стать уже. Все, вяжем по кругу, в конце круга встретимся. Прибавок пока никаких не делаем. Я провязала второй круг, закрыла его уже и начинаю вывязывать точно такой же третий круг. Провязываю еще один круг. Давайте провяжем этот круг, закроем его и начнем вывязывать с вами уже расширение. Встретимся, я объясню, что мы делаем. Так, довязываем. Вот наша перекладинка, ее не вяжем. Сюда раз, соединили. Теперь начинаем расширять. Как мы вяжем? Одна воздушная петля. Сначала все делаем то же самое. Одеваем маркер, чтобы не потерять наше начало. Вяжем 6 петель. Это первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. 6 провязали. Дальше сюда в одну косичку провязываем 2 раза. Это наше расширение. 1 раз и туда же 2 раз. Расширили. Теперь опять вяжем 6. 1. В каждую по одной. 2, 3, 4, 5, 6. И опять расширяем. В одну косичку вяжем 2 раза. Раз,
2. И делаем так до конца ряда. 6 по 1, двойная, 6 по 1, двойная. Смотрите, если у вас по петлям все так же, как у меня, то в конце получается 6 по 1 и конец. И тогда у нас выходит в конце 6, в начале 6 и 12 подряд по 1. Это нехорошо. И я сделала так, я сделала 5 по 1, а шестую я сделала двойную. И тогда все отлично сходится. Все, провязываем и закрываем. Дальше мы вяжем в каждую по 1 без прибавок. Делаем подъем, сюда в первую провязываем 1, одеваем маркер. И провязываем по кругу все по 1 в каждую, прибавок нигде не делаем. Провязали, соединили. Смотрите, в следующем ряду мы опять будем вязать после каждой шестой, но у нас вот здесь, вот, где мы делали прибавки, появились, если вы посмотрите на бортик, такие как бы волны. Чтобы нам эти волны убрать и больше их не вырисовывать сейчас, мы сделаем следующее. Мы вот сейчас вяжем также после каждой шестой, но смотрите, как мы начинаем. Ну, подъем делаем обычно, вяжем в первую, туда же, начало все то же самое, одеваем маркер. Но мы вначале здесь не 6 наберем, а 3, чтобы немножко сдвинуть как бы место нашей двойной вот этой петли, чтобы она не тут опять на бугорке была, а чуть-чуть здесь. Тогда у нас все выровняется. Вот смотрите, 1 мы сделали, следующее 2, следующее 3, и в следующую делаем двойную. 1, 2. И все, дальше мы делаем после каждой шестой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, двойная. 1, 2. Дальше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, двойная. Все, вы поняли, да? Делаем так до конца круга, закрываем круг и встречаемся, когда начинаем следующий. Дальше мы вяжем в каждую по 1 без прибавок. Делаем подъем, сюда в первую провязываем 1, одеваем маркер. И провязываем по кругу все по 1 в каждую, прибавок нигде не делаем. Начинаем новый ряд. В этом ряду мы опять будем прибавлять после каждой шестой. И опять начнем не с самого начала, то есть не сразу 6 отчитаем. Провязываем первую. Один столбик провязали и сразу делаем в следующем прибавку. 1, 2. И все. И начинаем вязать 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и делаем прибавку в одну косичку 2 раза. 1, 2. И дальше опять 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2 и так по кругу. Провязали. Смотрите, дальше мы вяжем с вами 3 круга без прибавок. Просто 1 круг, 2 круг и 3 круг, в каждую по 1. Давайте провяжем эти 3 круга и встретимся с вами. В этом кругу мы вяжем после каждой 8. То есть вы вяжете 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, прибавка. И так весь круг. Когда вы его провяжете, вы вяжете дальше 4 круга без прибавок. То есть всего вам сейчас нужно провязать 5 кругов, и мы заканчиваем панаму. Первый круг после каждой 8, и дальше 4 круга вообще без прибавок. Все, давайте провязываем и встречаемся. Мы провязали. Заводим сюда крючок, вытаскиваем. И на этом моменте я заканчиваю. Если вы хотите, можете дальше вязать поля, если вам нужно шире. Отрезаю нитку, вытаскиваю. Маркер нам больше не нужен. Здесь я сейчас ее завяжу. Потом я еще раз ее завяжу. Ну, по-всякому завязывайте. Можете ее на 2 ниточки рассоединить. Плотно здесь завязывайте. И потом прячьте. Сейчас покажу, как прятать. Вот она как раз из 4 ниточек.
можно разделить. Протащить одну часть через петлю. Завязали. И дальше через вот эти вот петельки, даже здесь, ну лучше, конечно, взять крючок поменьше, если он есть, так более, так удобнее будет. В общем, не через эти лучше большие петли, а вот здесь найдите где-нибудь сбоку плотные, чтобы она хорошо зафиксировалась. Вот. Сюда протягиваете. Потом протягиваете еще как-то, не обязательно ровно вниз, можно как-то путать. И кончик отрезаете. Все, и панамка у вас будет закрыта. И также прячете вот этот вот хвостик. Его можно еще раз, он, видите, отсюда тянется, значит, еще раз вот в эту сторону продеть и отрезать кончик. Все, мы молодцы, мы связали с вами шикарную панаму. Я очень буду ждать ваших фотографий, ваших комментариев. Мне интересно, какие вы выберете цвета. Может, вы сделаете полосатую или еще какую-то необычную. В общем, все это всегда очень интересно. До новых встреч, пока-пока.